Эдо Тенсей – это одна из самых гениальных техник в мире, которую придумал один из самых гениальных шиноби всех времен Табирама Сэнджу. Согласитесь, создать столь мощную технику, которая призывает души из загробного мира, невероятно сложно. И только единицы смогли ее овладеть и даже довести до совершенства. А именно Орочимару и Якуши Кабуто. И только они способны усилить армию шиноби на грядущей войне против Оцуцуки. Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о возможных воскрешенных шиноби в аниме Боруто. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли глаз Курамы в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди фиолетовый Расенган и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. На данный момент весь мир шиноби сильно напуган, в том числе даже Наруто и Саске. Они хорошо понимают, что мирное время, которое они создали, уже в прошлом. Хоть они и одолели своего сильнейшего врага, но тут же появился новый, который не менее опасен, чем Мишики или Кагуя, потому что у него есть Десятихвостый, а его мощь всем хорошо известна. Если бы у него не было сильнейшего хвостатого зверя, то я не считал бы Кода серьезной угрозой. Но наличие Джоби изменяет абсолютно все. Даже если он маленький, это не означает, что он слабый. Просто он еще не превратился в древо, так как является его саженцем. Но если это все же случится и Коду удастся вырастить божественный плод, то тогда миру шиноби уже точно придет конец, потому что этот плод будет во много раз мощнее, чем тот, что съела богиня Кагуя. Но не стоит переживать, этот плод просто так не вырастет. Для этого нужна жертва. Но не просто жертва, а та, что владеет генами чистокровного Оцуцуки. То есть ни Наруто, ни Саске не годятся на эту роль, а только Каваки и Боруто, которые на 80% уже прошли Оцуцукификацию. Однако, опять же, если кто-то из них станет кормом, тогда мы не увидим те события, которые были показаны в первой серии. То есть, скорее всего, план Кода провалится. Но не стоит радоваться. Ишики и Код — это не последняя угроза. Главная семья клана Оцуцуки существует, и она обязательно придет, чтобы поглотить всю землю. После боя с Ишики наш дуэт очень сильно ослаб, а в манге и в аниме нету ни единого намека, что они собираются становиться сильнее. И это очень нелогично, особенно в случае Наруто. Его сын в любой момент может превратиться в Оцуцуки и уничтожить всю деревню, а затем и всю планету. Также ему известно о Коде и о том, что он невероятно силен, просто на его силу наложены ограничители. Имея всю эту информацию, он абсолютно ничего не делает. Каваки сбежал из деревни, а он надеется на бомжатский отряд сенсоров, которые как раз таки не заметили, когда сбежал Каваки. Старый Наруто вошел бы в режим отшельника и побежал бы его искать. Да, у него скрытая чакра, однако он там не один, с ним есть еще Код, а он свою чакру уже не скрывал, поэтому Наруто быстро бы его нашел, но по сюжету их должен найти Боруто. Поэтому, если ни Наруто, ни Саске не получат новую силу, то кто будет защищать Коноху и даже весь мир шиноби? Если даже Боруто в скором времени станет отступником, да и Каваки в деревне тоже долго не задержится, а новое поколение еще очень зеленое. Так кто станет на защиту всего мира шиноби? Все идет к тому, что мы снова увидим киндзюцу Эдо Тенсей в действии, и теперь уже воскрешенных контролировать никто не будет, потому что в этом нету никакой нужды. Орочимару и Кабуто уже перешли на сторону Конохи, хотя в первом случае я не уверен, потому что Орич всегда ставит свои цели на первое место, и доверять ему полностью, конечно же, нельзя. В принципе, он сам так и сказал. Разумеется, в сравнении со мной, вероятность, что Кабуто вновь обратится к злу, меньше. Но в случае Кабуто все проще. После Изанами он полностью изменился, и сейчас он заведует детским приютом. Однако, как сказал Орочимару, его сила и Кабуто будет нужна, если миру шиноби будут угрожать. И ты, и я, и Кабуто, мы лишь подстраховка на тот случай, если произойдет что-то, чего нельзя просто так объяснить. Зная Наруто, он никогда не согласится на использование Эдо Тенсей, ведь для этой техники нужны жертвы, то есть живые люди. Но в жертву можно приносить белых зэцу, которых Орочимару может наплодить очень много, поэтому с этим проблем точно не будет.
Вопрос в том, кого нужно воскрешать. Первый, кто приходит в голову, это Учиха Мадара. Однако многие скажут, что мол он может освободиться и пойти против Канохи. Но нет. После своего поражения он понял, что его план провалился, и причинять вред Канохе он точно не будет. Особенно если воскресят Хашираму. Конечно, если Мадару и воскресят, то он не будет Джинчурики Джуби, но у него есть 2 Ринагана, и поверьте, это уже имба. А если он еще будет в дуэте с Хаширамой, что лично я бы очень хотел увидеть, то дуэт из Наруто и Саски уже будет в их тени. Этот энсай предназначен как раз таки для войны, однако ее можно применить, чтобы сделать долгожданную встречу, как например Итачи бы встретился с Сарадой и Саске, или же Неджи встретился с Химавари и Боруто, или что еще круче, они бы встретились со своим дедушкой и бабушкой, то есть Минато и Кушиной. Согласитесь, вы тоже ждете и надеетесь на это, но все зависит только от авторов и продуманного ими сюжета. Если воскрешать кого-то, то конечно только сильнейших. Из клана Учиха, кроме Мадары, можно выделить господина Итачи, Шисуи, Фугаку и, конечно, Обиту, куда без его имбового Мангёкё. Было бы интересно, если смогли бы воскресить Майто Дая, который на постой бы спамил 8 внутренних врат, а эта сила чуть ли не убила Мадару Джинчурики Джуби. Я почти умер, сволочь. Но, конечно же, врата Гая намного сильнее, чем его отца. Все Каги также были бы призваны из мира мертвых, потому что это сильнейшие шиноби каждой великой деревни своего поколения. Однако, хватит ли этой силы, чтобы остановить бледокожую расу? Ведь каждый ее представитель равен по силе Мадаре 6 путей. И если таких будет несколько, то я сомневаюсь, что одних воскрешенных шиноби будет достаточно. Поэтому, почему бы не попытаться распечатать Уоцуцуки Кагую? Да, я согласен, это очень большой риск, потому что до конца непонятно, на чьей она стороне. Своего клана или же людей, которые ее предали. По показанному, она заняла нейтральную позицию, то есть она больше не служит своему клану, но также и люди для нее просто рабы, которых она превращала в Широзетсу. Ну, не попробуешь, не узнаешь. В датабуке сказано, что она мертва, но это бред, потому что она просто запечатана, точно так же, как и в прошлый раз. Вопрос лишь в том, кто и как сможет ее распечатать, ведь Наруто и Саски потеряли метки, поэтому с этим могут возникнуть некие проблемы. Как вы видите, если объединить все силы воедино, то получается имба невероятная. Но повторюсь еще раз, технику можно использовать, чтобы просто показать неожиданные встречи. Главное, чтобы не было как с Наруто и Джираей, ведь Кишимото его не воскресил по причине, что он просто не знал, как правильно передать их встречу. Совсем скоро мир шиноби полностью погрузится во тьму, и уже никогда не будет так, как и прежде. Никто не будет радоваться жизни и кушать кислые бургеры. Сейчас у Боруто есть все, но в один день он все это потеряет. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте, пожалуйста, оценивать ролик лайком или дизлайком, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. За паблик в инстаграме и беседочку в дискорде также не забывайте, все нужные ссылки будут в описании. А я желаю всем удачи и всем пока.